Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, если вы только присоединились. Сегодня мы будем обозревать вот такой вот наборчик от Chanel. Фокусируйся. Это набор ароматов из круизной коллекции. Скоро, уже совсем скоро будет лето, будет тепло, и нам понадобятся вот такие вот ароматы. У меня здесь ноутбук, да, я буду подглядывать пирамиду. Начнем с первого аромата. Это Париж Биарриц. Здесь просто потрясающая пирамида. Здесь все возможные цитрусы. Танжерин, бергамот, апельсин, лимон, грейпфрут. Цитрусы здесь кисленькие, да. Тут хоть заявлен апельсин, но скорее это кожура апельсина. Очень-очень свежий аромат. Потом у нас нероли, зеленые ноты, ландыш. Ну, вы представляете, то есть все самые свежие ноты, они сосредоточены в этом аромате. Потом белый мускус и пачули. Пачули прям сразу выдают Chanel. Фирменная база Chanel. Ну вот пирамида прям описала полностью аромат, без сюрпризов. Очень цитрусово-зеленый аромат. Цитрусово-зеленый аромат с шанелевской красивой базой. Единственное, ароматы очень быстро слетают. Прям, ну вот не все. Один аромат нам не держался долго. Но вот этот вот, наверное, ну часик может продержаться. И то не в жару. То есть в жару я не носила. Может, на одежде дольше, но вот так. У них, конечно, очень красивые флаконы, большой объем. Они в маленьких объемах не продаются. Ну, то есть это, видимо, специально, чтобы вот ты поливался, ходил и ни о чем не думал. Но, кстати, если его носить в прохладную погоду, те, кто любит цитрусы, да, без всякой сладости, это классный аромат, и он будет держаться дольше. В прохладную погоду зимой, наверное, вообще может часа 4 продержаться. И если на вас цитрусы красиво звучат, не высверливают мозг, как на моей холодной коже, а прям красиво открываются, то обратите внимание, в любое время просто это такой аромат вот на каждый день. Так, второй аромат, это он мне очень полюбился, это Париж Дёвиль. Надеюсь, что я правильно это французское название прочитала. Вот он мне прям зашел. Он мне напомнил на минималках Мадемуазель Коко. Сейчас посмотрим пирамиду. Я ее не знаю. И хорошо, что я не знала, когда пробовала, потому что, ну, прочитаешь пирамиду и на нее начинаешь ориентироваться. А тут я первый раз их тестировала, не заглядывая в пирамиду, и я прям думаю, ну что-то это знакомое. Потом думаю, ну, конечно, Мадемуазель Коко. Цитрусы. Опять, да, тут опять много цитрусов. Сицилийский апельсин, бергамот, петитгрейн, лимон, лайм, базилик есть. Я не чувствую тут базилик. Зеленые ноты, гидеон, жасмин, роза и пачули в базе. Ну вот напоминает мне Мадемуазель Коко, только такую свежую, с большим количеством цитрусов. Мадемуазель Коко и легкую, да, очень нравится. Очень нравится. Вообще, конечно, тут все такие ароматы цитрусовые, свежие, что с этими пачули. Вот пачули здесь сразу выдает Chanel, что, я думаю, вряд ли кому-то они могут прям не понравиться. Вот это тот набор, который, да, еще можно, так сказать, на каждый день, универсальные парфюмы для любителей цитрусовых. Париж Ривьера. Так, ну не удивлю, да, тут опять цитрусы, тут прям есть такая нота цитрусы, цветочные ноты, апельсиновая кожура, нероли, жасмин, бензоин и сандал. Этот аромат послаще. И здесь вот нероли
Ну, может быть, да, но не прям такие яркие, не роли жасмин я вообще почти не чувствую, а какие-то вот цветочные ноты, абстрактные, однозначно есть, и база уже более сладкая. Тут, кстати, не заявлено пачули, и их правда нет. Их правда нет. И вот этот аромат, ну вот здесь нет такого почерка Шанель, такого однозначно узнаваемого, как в предыдущих двух. Ну, вот мне как-то он, знаете, не зашел, потому что он для меня он немножечко бесхарактерный. Ну, что-то такое цитрусово-цветочное, с такой сладкой базой. То есть это вообще могло быть что угодно, какой-нибудь бюджет это мог быть бы. Ну, вот лично на мой, да, вкус, опять же, я не настаиваю, но на мой вкус тут ничего такого нет. Так, прошло немножечко времени, и появилось еще мыло. Такое душистое мыло. Вот мыло мне нравится. Ну, то есть мне нравится этот аромат не сразу, а именно в раскрытии. Ну, опять же, да, мне кажется, что вот такое встречается много где. Вот нет какой-то для меня лично уникальности. Париж, Париж. Вот этот аромат мне, я его давно присматривалась к нему, он мне понравился еще до того, как я с этим набором познакомилась. И знаете почему? Потому что это такой пудрово-косметический аромат розовый. На фрагрантике его сравнивают, ну тут мнения прям расходятся почти 50/50 с дуэт от Идиль. Точнее, Идиль это лимитка дуэт. И вы знаете, правда похоже. Я не сразу поняла, но вот когда увидела, да, есть что-то от Идиль, именно от версии вот от этой дуэт. Ну и в целом аромат в духе Идиль. Я бы даже скорее подумала, что это что-то герленовское, а не Шанель. Мне очень нравится. Так, что у нас тут? Цитрусы, как всегда, как во всем этом наборе. Розовый перец, лимон, дамасская роза и пачули. Ну да, это примерно пирамида, очень-очень похожая на пирамиду Идиль от Герлен. И, конечно же, мне это понравилось. Только здесь такая яркая роза и пачули, такие глубокие пачули. Вот такие же, как в версии дуэт, потому что в версии парфюмерной или туалетной воды Идиль, они, ну, вот они не настолько мрачные, да, они не настолько глубокие пачули, как вот здесь или в дуэте. Этим, видимо, мне и нравится. И тут эти пачули даже имеют какой-то такой аспект, как будто ладана. Вот я его так чувствую. Похоже, похоже. Но у меня есть дуэт. Есть дуэт, поэтому пока необходимость в этом аромате отпала, а я давно на него смотрю, давно, и думаю о флаконе. И, кстати, вот именно этот аромат на мне держался долго, дольше, чем все остальные. Часов 5 он на мне держался, но это было не лето, не жарко было. Набор этот ко мне осенью попал. Из этих ароматов это самый стойкий аромат. Париж, Эдинбург. Аромат стартует прямо таким, на мой вкус, мужским одеколоном. Тут можжевельник, кипарис, кедр, лаванда, ветивер, мускус и ваниль. И он тут прям очень ярко стартует таким зеленым кипарисом, можжевельником, таким хвойным даже, да. Я не знаю. Мне это кипарис, наверное, не знаю, с ягодами можжевельника напоминает какую-то настойку для ингаляции. Ничего не могу поделать. Ну, в общем, друзья, тут была у меня заминочка небольшая, но у меня ощущение, пока этот аромат вдыхала, что у меня прям дыхание прочистилось, кашель прошел, насморк. Это правда, как будто бы ингаляция. Здесь ветивер очень хорошо чувствуется, он такой брутальный ветивер. И мне, кстати, этот аромат опять же напоминает, ну уже не шанелевский, напоминает аромат от Hermès. Называется, я не помню, здесь напишу его название. У меня он был, причем я им сама пользовалась, но он, по-моему, унисекс. Или даже это мужской аромат. Так, ну здесь опять же
Здесь его нет. С ним не сравнивают. Но мне очень напомнило. И я этот аромат люблю. Только там в том, от Эрме в нем больше цитрусов. А здесь такой сухой ветивер, вот эта хвоя какая-то эвкалиптовая, да. Это можжевельник, я знаю, но как-то вот у меня такая ассоциация. Я даже не знаю. Я бы вряд ли вот это носила, потому что напоминает ингаляцию. Хотела бы я, чтобы кто-то рядом со мной так пах. Не знаю, для меня это какой-то вот хороший ароматизатор даже. Да. Но не парфюм. Вот такая вот интересная история. Так, и это последний аромат из этой коллекции. Париж, Венеция. Вот, кстати, вот этот аромат мне тоже очень нравился. Я его тестила еще до того, как этот набор ко мне попал. Это пудра. Это ирис и цитрусы. И это вообще мой любимый тип ароматов. Это что-то похожее на L'Instant Magique от Guerlain или на прадовский ирис, да, который инфузион рис. Вот что-то вот такое. Но прям не то, что, да, это какая-то вот версия, копия, что-то вот похожее почти один в один. Нет. Тут есть фирменный почерк Шанель. Так, если тут нет пачули, но тут есть корень ириса, да, что-то такое из пятерки Шанель. Фиалка, тут очень большая пирамида, лимон, апельсин, бергамот, петит грейн, розовый перец, ирис, нероль, роза, иланг-иланг, герань, бобы тонко, белый мускус, ваниль, фиалка, корень ириса, бензоин. Огромная пирамида, конечно. Но он и звучит вот непросто. Он тоже не очень долго держится, к сожалению. Ну, часа 3, наверное, на мне держался. Может, на одежде он бы подольше продержался. Но он вот не совсем простой. Я говорю, какие-то есть отсылки, но это самобытный аромат, пудровый, немножко тут есть сладости бобов тонка, она прямо чувствуется, но в то же время аромат летящий, легкий, на каждый день просто идеально для тех, кому надо, чтобы в аромате была сладкая база, да, с одной стороны свежий аромат, но все-таки не совсем холодный. Вот я холодные ароматы не люблю. Ну вот они на мне не раскрываются, они как-то на мне плоско очень звучат. Мне надо, чтобы в аромате была какая-то сладость, сладкая теплая база. Вот в этом аромате это есть. И он такой игристый, такой искристый. Сейчас я чувствую больше розу. Вначале я прям почувствовала вот эту пудру и ирис. То есть он еще открывается, играет. Наверное, прям там до самого его закрытия, исчезновения с кожи он будет играть. У них вот есть такая особенность у этих ароматов. Они могут вот прям играть на коже, там цитрусами всякими, звучать, искриться. И потом раз и все. И он затих и исчез. Вот такие вот задорные ароматы. Ну и, конечно, мои два любимчика вот на такой сезон, да, на конец весны, начало лета, когда еще не очень жарко. Это Шанель номер 5 версия Лё. Это цитрусы в самом начале и альдегиды. Но альдегиды не те, которые в пятерке. Они легкие, они современные, и у них есть такая горчинка, которая даже напоминает кому-то лилию. И тут есть нота розы, но вот она чувствуется прям только если ее искать и знать о ней. Когда я узнала, я ее нашла. До этого я ее не чувствовала. Аромат. И что самое в нем интересное, да, самое интересное, что в базе вот вся эта альдегидность и цитрусовость, свежесть открывается на мне аллюр. Такой сладкий аллюр.
Но, опять же, да, сам аллюр довольно-таки громкий, шлейфовый, а здесь он намного тише, намного деликатней. В жару он быстро слетает, а вот в остальные сезоны он прекрасно держится, очень хорошо. Но мне вот нравится это его начало, я его люблю обновлять. И еще один аромат, конечно же, Mademoiselle Coco. У меня версии Intense. Здесь много фруктов, в отличие от туалетной или парфюмерной воды. Здесь много фруктов, и он более мягкий. Вот эта версия более мягкая. Цитрусы, пачули. Цитрусы такие же искристые, пачули, придающие аромату глубину, характер. И вот эти вот мягкие фрукты. Они заявлены, по-моему, вообще фруктовые ноты. Ну, для меня какой-то сок мультифрукт. Очень сочный аромат. И вот у меня он может стоять, а потом рука потянется, я просто не могу из него вылезти, не могу напиться. Он настолько сочный, яркий, что от него не оторваться. Еще один аромат от Шанель, который я все-таки хочу вам показать, это беж. Тоже прекрасный вот на сейчас, да, уже когда теплеет и на начало лета. Может быть, даже, кстати, и на жару. Здесь франджипани, здесь фрезия, мед и боярышник. Я хорошо чувствую здесь белые цветы и медовость. Моя Ульяшка, да, которая со мной поделилась ароматом, она чувствует тут больше франджипани, но аромат очень необычный. Вот это вот сочетание, да, франджипани, которое обычно в этих, как мы их называем, ароматы крема для загара, а здесь он в сочетании с белыми цветами и с медом. Это очень необычно, элегантно и в то же время, да, придает этот франджипани аромату какое-то вот ощущение лета. И тут не заявленный, но я чувствую в начале как будто бы альдегидность. Может, она и есть, да, потому что я ее чувствую, такую нотку, но не такую громкую, как в Шанель номер 5 или даже как в Лё, а вот такую легкую, придающую аромату свежесть. Аромат однозначно свежий. По крайней мере, мне не нравится. Вот у Ляшки горячая кожа, и ей не нравится, как он звучит зимой или в холодную погоду, а именно вот летом. Ну и мне тоже нравится именно его звучание. Он как будто такой цветок, который только раскрылся, такой свежий, утренний, может быть, даже с росой, вот с этим вот еще не горячим воздухом летним. Вот такой это аромат. А зимой вот этой красоты не чувствуется. Он больше вот этой вот ноткой какой-то альдегидной, что ли, звучит вот так красиво, не открывается. Ну, на мне, по крайней мере, нет. Спасибо вам, что вы были со мной. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал и там на колокольчик еще нажать. Пишите комментарии. Очень рада буду с вами пообщаться. Все, всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.